Ваши работы формируют страну Павла Отдельного, край дурной бесконечности и тотального отчуждения. Несколько работ я посвятил пацанам. Коллектив всегда прав. Есть наша улица, другая улица – это наши враги. Пацанские понятия перешли с улиц в правительственные кабинеты. Идея особого пути, который не такой, как у других стран. У вас черт взяли. В России для них мы предатели. Вам не поступали тревожные звоночки с родины? Гвозди бы делать из этих людей, не было бы крепче в мире гвоздей. Почему зло в российском исполнении такое бездарное? Мы не только ломаем принципы морали, но и принципы эстетики. Вы кто? Прокурор? Адвокат или судья? Просто свидетель. Ретроспективу, которую вы показали, не дает никакой надежды. Надежда обязательно предаст. Дайте надежду. По выражению одного журналиста, который писал о вас в «Коммерсанте», ваши работы формируют страну Павла Отдельного, край дурной бесконечности и тотального отчуждения. Но я смотрел ваши ранние работы, которые вы писали еще в училище и в институте. Они были совершенно иными. Вы тогда находились под влиянием своего мастера и заканчивали институт серии работ на евангелические сюжеты. Можете сказать пару слов о вашем творческом пути, о развитии вашего стиля? Да, конечно. Спасибо за вопрос. И на самом деле я думаю, что, во-первых, первая часть про художника отчуждения и вот это вот какой-то свой особый мир, я подумал, что это не просто как бы метафора, а это новое слово, которое действительно уже существует. Вот если открыть сайт The Village, биеннале, которая прошла в Екатеринбурге в 2021 году, то там есть даже вот такое слово «отдельновщина». Состояние отчуждения и необжитости, которое передается в картинах резидента биеннале Павла Отдельного. Вот. Но на самом деле это действительно очень важная для меня тема отчуждения и тема такого, может быть, взгляда, критического взгляда на окружающее пространство, на то, что вокруг нас, на то, что кажется привычным. И было бы, может быть, интересно показать какие-то работы, которые я делал когда-то давно, там еще в начале 90-х годов или в середине 90-х, когда учился в художественном училище, но которые, собственно, никто не видел. Я думаю, что человек, когда он учится, чему бы он ни учился, он проходит какие-то разные волны влияния. Особенно это связано с художественной деятельностью. Любой художник, он испытывает на себе какие-то разные влияния. Например, я помню, что в самом начале для меня это был Рерих. Я делал какие-то картины небольшие до училища, какие-то напоминающие Рериха. Потом я очень полюбил Левитана и его пейзаж. Для меня это был просто каким-то главным художником. Какие-то пейзажи этого времени. Вот, в художественном училище, может, первые какие-то курсы и вот какие-то первые пейзажи, которые для меня были вдохновлены Левитаном. А потом мне была интересна еще вот такая традиция, которая следовала за Левитаном. Это были советские художники круга Пластова, там такой был Стажаров, Зверьков и вот такой, может быть, вариант импрессионизма. Вот такие работы, довольно лирические. Ну вот такой пейзаж, наследующий Левитану и наследующий, может быть, Коровину. Это мой родной дом в Дзержинске, такой вот импрессионистический. Вот, ну здесь, наверное, уже появляется такая, то, что можно назвать словом отдельновщина. Это тоже город, тоже мой родной город Дзержинск, один из его пейзажей.
написанный с натуры. Ну, вот мне показалось, что он мне как-то отзывается, вот именно этот пейзаж. Он мне близок, как будто бы это мой пейзаж. Позднее в художественном институте, когда я уже поступил в институт, я делал такие работы. Вот одна из них работа, написанная на спинке детской, не на спинке, а на стенке детской кроватки, в которой я оставил разные фрагменты, как будто бы это путешествие по Дзержинску, по моему городу. Вот слева справа, прошу обратить внимание, это такие фрагменты стен сараев, исписанные какими-то ругательствами. Но интересно, что вот этот металл стен сараев – это памятник конверсии, неудавшейся конверсии 50-х, 60-х годов, когда завод, производивший оружие, вдруг решил делать стиральные машинки. Но эти стиральные машинки не пользовались никакой популярностью и быстро приходили в негодность. Ну и очень много производили просто металла для этих машинок. И вот из этого металла делали, собственно, обивку, а их обивали сараи этим металлом. И все дзержинские сараи, они покрыты вот этими вот корпусами стиральных машинок. Вот еще такая работа институтского времени. Ну вот Вот уже еще несколько работ, да, но уже ближе. к тому, что мы видим сегодня. К тому, что мы видим сегодня. Да, ну, тут, конечно, было очень много влияния моих учителей. Может быть, даже не в той мере Павла Никонова, в которой его коллег Николая Андронова и Андрея Васнецова, таких художников, советских художников 60-х, 70-х годов, которые таким очень жестко выстраивали композицию, и внутри нее были какие-то все время проходящие насквозь вертикали, горизонтали. И вот небо здесь я даже разделил, оно немножко другое, слева от столба, чем справа. И вот как будто бы столб тоже продолжается внизу. Это все, мне кажется, было связано с этой мастерской, в которой я учился, и какими-то ее идеями. Развитие вашего стиля было последовательным. Нельзя сказать, что была какая-то точка поворота кардинального, где вы пришли к тому стилю, который... Если говорить о стиле, то не было такой точки поворота. Может быть, с темами была какая-то точка поворота. Это произошло, когда я просто забрался на свалку рядом с тем местом, где я жил. Может быть, в тот момент я понял, что это мне гораздо интереснее, чем какие-то библейские сюжеты или что-то отстраненное, что-то взятое из какой-то коллективной фантазии, из коллективного разума. Как будто бы мне интереснее не то, о чем, что понятно всем, а то, что понятно мне. И так вы пришли к экологической теме? Нет, скорее даже не к экологической, а к урбанистике, теме города, к жизни города и его повседневности. Вот, кстати, это одна из работ евангельского цикла работ в художественном институте. Но здесь видно, что меня интересует больше даже не сам евангельский сюжет, вот это бегство в Египет, а фон. Мне казалось, что вот этот фон, какая-то его жизнь краски, жизнь цвета решают больше, чем то, что происходит в сюжете. Я буду рассказывать о тех проектах, которые появились уже после 22 года. Первый из них я создал в 22 году, как раз начал над ним работать уже после вторжения России в Украину. И он назывался Acting Out. Выставка этого проекта прошла в Лондоне, в Pushkin House of London. Начинал готовить эту выставку я еще немножко раньше, но я думал ее сделать чуть-чуть о другом. Мне хотелось сделать выставку о холодной войне, может быть, о каких-то не самых известных эпизодах холодной войны, и показать холодную войну с каких-то разных перспектив.
Но когда началась горячая война, я почувствовал, что мне нужно дать какой-то ответ на то, что происходит здесь сейчас, на то, о чем болит душа. И поэтому появился вот этот проект Acting Out. Моя презентация будет состоять из 3 частей. Сначала я расскажу о проекте Acting Out, потом упомяну несколько других работ, связанных с этой же темой. И в самом конце я немного расскажу о моей выставке, которую я готовлю, и она откроется 7 июня. Возвращаясь к Acting Out. Сама выставка, само выставочное пространство, оно очень необычное. Это георгианский дом 18 века с колоннами и лестницами, с чугунными решетками, поэтому сделать выставку в нем было очень непросто. Я решил, что мне нужно создать выставку специально для этого пространства, которое бы работало за счет уже тех элементов, которые в нем есть, как, например, вот этот красный ковер. Я решил, что эта выставка должна быть о том, что привело Россию к этой катастрофе, что стало, может быть, какими-то предпосылками к тому, как это произошло. Подумать, поразмышлять, может быть, начать разговор о том, как это все стало возможным, как мы оказались в той точке, в которой мы оказались в 2022 году. И начиная эту выставку, я решил задать тон вот этой работы, которая называется «Путь». Путь как официозная ковровая дорожка, ведущая в какое-то нигде, в какую-то пустоту. И я подумал, что это, наверное, самая такая точная метафора особого пути, идея особого пути, который вот есть у страны и который вот мы должны пройти. Он особый, не такой, как у других стран. В чем, собственно, он заключается, придумывалось уже потом какие-то идеи, семейные ценности, которые, по сути, являются гомофобией, патриотизм, готовность умереть за президента, за что-то еще, и другие глупости, которые оформлены в некий, или оформляются в настоящий момент в некий такой вот представляющий собой особый путь, комплекс. Конечно же, эта работа отсылает, во-первых, к русскому авангарду 10-20-х годов. Здесь работа и Лисицкого известная, и фотография с церемонии инаугурации, где такой же красный ковер ведет вглубь перспективы. Этот же красный ковер, он ведет и в бункер. И выставка, она начинается из бункера, из той точки, с которой на все происходящее смотрит тот, кто начал этот процесс, кто развязал эту войну. И вот этот красный ковер уводит в глубину вот этого московского бункера. Я действительно был в нескольких таких бункерах, которые открыты, и был поражен тем, насколько они взаимосвязаны между собой, насколько эта система, это действительно строилось в 30-е, 50-е годы, и это была целая такая система. Где-то она связана с метро, где-то эти ответвления этих бункеров, они очень изолированные, в какие-то попасть нельзя. Вот. Но, тем не менее, в одном из них я побывал, в двух из них я побывал. Вот еще раз. Бункер. Начиная разговор об этом, я подумал о том, что привело к этой катастрофе. Я подумал, что очень важно понятие ресентимента, понятие вот этой обиды, которая должна быть обязательно чем-то как-то восполнено, чувство обиды, которое должно привести к какому-то действию, какое-то, может быть, культивирующееся или культивируемое чувство обиды, которые мы можем видеть через российские средства массовой информации, то, что нагнеталось и нагнетается. Одна из первых работ здесь – это «Трон».
трон посреди бескрайних снегов, которые не заканчиваются нигде. Но для этого трона я нашел прототип. Это трон Бориса Годунова, сделанный иранскими мастерами, поэтому это тоже, можно сказать, импортозамещение или некое такое вот, ну, как бы сотрудничество с теми же странами, с которыми сотрудничает сейчас. И вот этот трон, стоящий посреди снежной пустыни, для меня это образ автократии, образ такой неограниченной власти, сконцентрированной в одних руках. Образ совершенно абсурдный. Мои интерпретации работы, они не должны, может быть, исчерпываться тем, что я говорю. Я думаю, что у вас могут возникать совершенно свои, и это нормально. Это работы, которые похожи на нечто абстрактное, и не знаю, что это такое, как это объяснить, если не знать контекста. Но на самом деле это ядерный чемоданчик, это интерьер ядерного чемоданчика, так как он выглядит изнутри. Что, собственно, внутри этого чемоданчика? Вот эти вот несколько разноцветных кнопок, нечто напоминающее какие-то компьютерные игры или нечто из такого ретро-футуристичного дизайна 80-х годов. Но в этом чемоданчике сосредоточено как бы пульт управления всем ядерным арсеналом, коды управления и то, что приводит их в движение. И это, собственно, то, что дает автократу вот эту суперсилу, его как бы чувство его мощи и превосходства. Да, здесь вы видите, как выглядит этот чемоданчик. Я нашел его в Ельцин-центре. Это действительно тот чемодан, который Ельцин когда-то передал Путину. Сейчас, видимо, как-то дизайн немножко изменился, но суть осталась примерно та же. Вот есть специальный человек, который все время носит этот чемодан. Вот экспозиция представлена таким образом. Вы видите здесь такие занавески. Для меня это было очень важно, создать такой немножко театральный эффект. Создать эффект, как будто бы мы видим не все, как будто бы можно раздвинуть эту занавеску и увидеть некое продолжение. Как будто бы у нас есть нечто, что может быть продолжено за этими шторами. Эта работа называется «Царь-бомба», хотя она совсем не похожа на бомбу, это больше похоже на некий глобус, стоящий на странном постаменте. Но на самом деле это действительно бомба. Это сфера, сделанная специально для термоядерной бомбы, которая когда-то называлась Кузькина мать. Другое ее название – «Царь-бомба». Собственно, это самая большая бомба в истории человечества, самый мощный взрыв, который когда-то был произведен. И для создания этой бомбы было создано 5 металлических оболочек. Так получилось, что одна из этих оболочек, она оказалась в пионерском лагере рядом с городом, который, собственно, занимался производством этих самых бомб, с городом Снежинском. И там я ее и нашел. Собственно, почему она называется «Кузькина мать»? Потому что это было такое расхожее выражение, которое, правда, по другому поводу немножко это было сказано не в связи с этой самой бомбой, а несколько раньше, в 1959 году, в беседе с Никсоном. Выражение «Кузькина мать», оно прижилось, и как бы мы вам покажем Кузькину мать, оно превратилось в то, что связано с ядерным ударом и возможным каким-то возмездием. Вот вы видите справа эту царь-бомбу. Здесь написано 50 мегатонн, на самом деле даже больше, 58 мегатонн. Это взрыв был 30 октября 1961 года на Новой Земле. И, собственно, ничего больше этого взрыва никогда не случалось.
Здесь вы видите детей, которые позируют рядом с этими глобусами, скорее всего, не осознавая, что это не просто глобус, а бомба и оболочка для бомбы. Здесь еще очень интересный момент. Само слово «мир» в русском языке. Мир – это первое значение, это, собственно, планета и мир, в котором мы живем. И, конечно, мир как противоположность войне. Но для жителей вот этих военных городков, наверное, бомба и мир, здесь нет никакого противоречия, потому что бомба, она была создана ими для того, чтобы, как они думают, для того, чтобы все время был мир. Вот еще одна веселая фотография, которую я нашел на соцсетях этого пионерского лагеря. Их довольно много. Продолжая историю с ядерным оружием, я написал вот эти работы с пустыми шахтами для запуска ракет. Их можно даже сейчас найти довольно много на территории всего постсоветского пространства. И это глубокие шахты глубиной 40 и больше метров, из которых извлекли ракеты. По договорам СНВ-1 1991 года и договору, который был еще раньше, в 1988 году, между Рейганом и Горбачевым, договору о уничтожении ракет средней и малой дальности. Но на самом деле там были очень внушительные ракеты, например, СС-20, «Сатана», которые были уничтожены после 1988 года. Кажется, что здесь очень резкий переход к теме экономики, но через несколько слайдов мы соединим эти две темы в одно. Я упоминаю конфискационную денежную реформу 1991 года, которую также называют Павловской реформой. Она была сделана для того, чтобы стабилизировать падающий рубль, стабилизировать экономику и использовать эффект неожиданности. В общем, министр финансов Валентин Павлов придумал просто изъять деньги у населения. И, используя эффект этой самой неожиданности, сделать это в течение 3 дней, обменять деньги на деньги нового образца можно было только в размере 2-3 зарплат. Только 1000 рублей, только в течение 3 дней. При этом все вклады жителей Советского Союза замораживались. Так получилось, что образовалась огромная масса денег, просто бумажных денег из-за вот этой денежной реформы и из-за последующих реформ 1991 года. Образовалось огромное количество бумажных денег, которые хранились на просто все склады Сбербанка были забиты этими деньгами. Как их утилизировать, что с ними делать, было непонятно. Просто выбросить, просто сжечь. Пытались сжечь в каких-то печах, где запекали цемент, но эти деньги выделяли огромное количество химических веществ, это было очень вредно для рабочих. В общем, решили, что выбросить их в эти же самые шахты, в которых были ракеты. И действительно, ими заполнили огромное количество шахт в разных частях Советского Союза. Например, в одной только Костромской области 6 шахт заполнены вот этими деньгами старого образца, советскими деньгами старого образца. Также их можно найти в Владимирской области, в других центральных областях России. Их можно найти в Белоруссии. Возможно, что-то было в Украине, сказать точно не могу. Но такие шахты действительно существуют, и они забиты на всю свою 40-метровую глубину бумажными деньгами советского образца. Ну, вот я сделал такую работу, которая называется просто «Деньги». И для меня это такой образ вот этой катастрофы, может быть, такого краха, который случился как бы, и
крах этой большой империи и одновременно унижение, которое как бы культивируется, и которое вот возводится в некую большую идею. И здесь я использовал настоящие фрагмент настоящих денег. Продолжая эту тему, я хотел упомянуть путч, попытку переворота 1991 года, когда группа консерваторов пыталась захватить власть в стране, что им не удалось. И, собственно, это отсылает к фотографии той самой пресс-конференции 19 августа 1991 года, когда перед нами были просто некие люди, министры и люди, которые были членами правительства, которые объявили о том, что теперь они как бы начинают новую страницу в истории страны. Что им не удалось и что оказалось провальной затеей, к счастью. И я здесь изобразил их, как будто бы они просто костюмы, пустые костюмы, в них нет самих людей. Идея нарисовать эту вещь мне пришла в тот день, когда я видел заседание Совета Безопасности в 1922 году перед вторжением в Россию в Украину. Я подумал, что эти же люди, они как будто бы вернулись, или они как будто бы перевоплотились, и сейчас у них все получается. Сейчас они захватили власть и как бы наконец-то делают то, что они всегда хотели. Это то, каким образом я это все экспонировал в Пушкинском доме. Эти ОМОНовцы отсылают к балету «Лебединое озеро». Но на самом деле это не веселая отсылка. Я думал о том, что это о той революции, которая... Или, может быть, о том, что могло бы произойти в течение последних лет, но не произошло. И вместо вот этих балерин, которых мы бы могли увидеть по телевизору, то, что могло бы стать символом какого-то обновления, каких-то перемен, мы видели ОМОНовцев, которые стояли живой цепью, которые избивали людей на мирных митингах, на мирных протестах. Следующая часть, она посвящена поколению и, может быть, поколениям. И я думал, в 22 году мне казалось, что это все-таки еще и очень поколенческая вещь. Потому что те люди, которые поддерживают войну, те люди, которые чувствуют, что это их война, это, как правило, люди старшего поколения. Те люди, которые уезжают из страны, те, кто не может как бы себя с этим ассоциировать, это в основном люди молодого поколения. Здесь вы видите такие стулья, на которых остались следы людей, которые на них когда-то были, как бы увиденные через тепловизор, через термальное зрение, как будто бы остались следы тех, кто когда-то здесь присутствовал. Но их больше нет. Работа, которую я так и назвал «Поколение», с людьми, уходящими в некую ледяную пустыню, в это же, в нигде, как будто бы лишенные, может быть, будущего или... Я даже не знаю, как это можно интерпретировать. Это может быть такой образ, который я увидел практически во сне. Груз-200. Груз-200 для меня это прежде всего вагон. Вагон, в котором перевозят мертвых, тех, кого убили на войне, тех, кого убили и чьи тела не оказались невостребованы или просто их не смогли распознать.
Я знаю, что такие вагоны очень долгое время стояли, и, может быть, сейчас стоят на границе Украины с Россией, и в таких вагонах перевозили военных с прошлых войн, вагоны-рефрижераторы. Эту работу я написал в тот день, когда объявили мобилизацию. Я подумал, что, собственно, это тоже как бы судьба поколения, судьба людей, которые вот выбирают пойти туда, выбирают, или, может быть, решают, что выбор сделает кто-то за них, и они просто ему следуют. Другая часть выставки называется «Прекрасное далеко». Я подумал, что вот эта идея будущего, идея вот этого прекрасного далека, о котором поется в песне из фильма «Гости из будущего», оно как будто бы стало идеей из прошлого, как будто бы само будущее оказалось где-то в прошлом. И размышляя о прошлом, мы как будто бы ностальгируем о возможном будущем, которое осталось где-то там. И я подумал, что те люди, которые таким образом это чувствуют, что их будущее осталось в прошлом, это люди старшего поколения, это люди, которых я видел в моем родном Дзержинске. Знаете, может быть, есть такой день пожилого человека. Это новый праздник, который, может быть, еще в большей степени такой советский, чем День Победы или какой-то еще другой. Потому что в День пожилого человека собираются в основном бабушки, дедушек очень мало. И они делают что-то вроде советских парадов, поют советские песни. И у них такой праздник их молодости, с которой связаны вот эти советская символика и все, что было одновременно связано с коммунизмом. Вот эти же люди среди той же самой снежной пустыни. Здесь, наверное, можно прочитать, да, что у них написано на лозунгах. «Наш труд тебе, Родина». Или «СССР – оплот мира». Вот. И для них это было полное счастье. Я видел этих людей, написал, может быть, не с портретным сходством, не каких-то конкретных, но когда я показал фотографию этой картины моей маме, она сказала, что она всех их знает. Она даже рассказала мне про каждую из них. Я был очень рад, потому что на самом деле они не были какими-то конкретными. Видимо, я попал в какой-то стереотип, в какой-то образ. Если мама их распознала как знакомых. Вот, и она довольно подробно мне рассказала о судьбе каждой из них. Это было очень забавно. И вот они стоят напротив вот этого бетонного забора, который тоже стал символом одновременно советского и одновременно символом невозможности как бы что-то изменить. Вот этот повторяющийся паттерн, придуманный Борисом Лахманом еще в 70-е годы, вот он как бы воспроизводится до сих пор. И этот забор, конечно же, он стал таким образом вот этой границей, может быть, такой изоляцией себя от внешнего мира, который, конечно же, враждебен по отношению к ним. Вот такой новый железный занавес. В этом же зале звучит песня, не песня, звучит мелодия из «Прекрасного далека», которую как будто бы само собой наигрывает пианино, стоящее посреди этого зала. Как будто бы изнутри него играет, пытается как бы найтись эта мелодия, но все время не находится, все время сбивается. И вот эта последняя работа, она на самом деле тоже отсылает к этому фильму «Гости из будущего». Это «Машина времени» из этого самого фильма. Машина времени, на которой можно было попасть в это будущее, и которая, собственно, нас связывала с ним, которая давала эту надежду, и в котором было все прекрасно. Ну вот, мальчик перемещается
Здесь очень такая интересная графика. Мальчик перемещается в это будущее. И вот я подумал, что эта машина времени, она очень похожа на ядерный чемоданчик, с которого я начал выставку. Таким образом, я как бы замкнул идею выставки, начав ее с ядерного чемоданчика и идеи вот этой вот суперсилы, связанной с обидой на весь мир, и заканчиваю ее идеей не случившегося будущего. И я подумал, что ядерный чемоданчик – это тоже машина времени. Это машина времени, но в том смысле, что она может как бы остановить время, она может как бы таким радикальным образом предотвратить будущее. И вот эта борьба с будущим, она как будто бы перешла вот к той фазе, когда можно нажать на кнопку и остановить это будущее. И как бы оно больше никогда не случится. Вот. Но выставка все-таки заканчивается вот этой машиной времени, не ядерным чемоданчиком. Поэтому я все-таки надеюсь на другое будущее. Я хотел задать вопрос о картине «Груз-200», которую вы сегодня показывали, но в связке с другой картиной, которую вы сегодня не показывали, картине 99 года. Это ваша дипломная работа, которую вы написали по мотивам общения с ветеранами чеченской и афганской войн. Называются они идентично, но стилистически различаются, как мне кажется, радикальным образом. Да. И там присутствует какая-то железнодорожная тематика, но с точки зрения палитры, техники, они, конечно, очень сильно отличаются. Между этими картинами 23 года. Что изменилось в вашем художественном восприятии войны? Понятно, о последняя картина «Груз-200». Вернее, по мотивам каких событий она была написана. Но тогда, когда я делал эту работу, когда я задумал, шла еще первая чеченская война. Когда ее сделал, уже начиналась вторая. Она получила продолжение, 99-й год. И так получилось, что однажды я встретил просто какого-то парня на станции Вязники. Я опоздал на поезд, разговаривался с этим парнем. Он рассказывал о том, что он служил в Афгане. И он вернулся после Афганистана на свою станцию Вязники и должен был идти домой, должен был вернуться домой. Но я, говорит, не мог вернуться. И я чувствовал, что я не могу вернуться. Я как будто бы моя жизнь осталась там, в Афганистане. Будто я не имею права вернуться. Я помню, говорит, сел на рельс. Я сидел на рельсах и ждал, что сейчас проедет поезд, и меня там просто убьет. И вот у него было такое чувство, что он не может вернуться. И когда он говорил о себе, он говорил, что как бы я уже не живой человек, меня уже как бы нет. Моя жизнь прошла там, она осталась там, с теми, кто там умер, теми, кого больше нет. И вот как бы в моей жизни я вот не живой. Меня это очень поразило. Я подумал, что человек, который пережил посттравматический синдром, он или переживает его, он как будто бы тоже отчасти убитый этой войной. С войны невозможно вернуться. Я подумал, что было бы интересно сделать такой собирательный образ человека, который как бы вернулся с войны, но на самом деле не вернулся. И стал общаться с разными ветеранами, теми, кто пришел с чеченской уже войны. Мне было интересно посмотреть им в глаза, просто нарисовать их портреты и сделать какой-то собирательный образ. У меня тогда была в голове идея собирательного образа. Сейчас бы я такого делать не стал. Мне кажется, что нельзя сделать собирательный образ. Каждый человек в чем-то другой. Я бы не стал собирать образ из разных людей. Но вообще интерес к этой теме, он начинался еще с вот таких рисунков, тоже с каких-то газетных фотографий. Там, например, вот генерал Бирюков рассказывает об успешном, якобы успешном проведении какой-то операции. Вот меня это все очень пугало, то, что происходит рядом, и мне хотелось как-то это осмыслить просто через рисование.
Вот. Потом я Это рисовал уже вот этих ребят, я не знаю, как их назвать, парней, которые вернулись. Вот один из них был Максим Черкашин. Он был награжден какими-то орденами. Интересно, что большинство из них, они боялись рассказывать. Не боялись, но просто для них это было невозможно рассказывать о том, что они там видели, что пережили. И как бы я спрашивал их, но не молчали. А вот Максим Черкашин, он рассказывал довольно подробно о разных каких-то боевых операциях. Он участвовал в каких-то самых первых жутких атаках. И вот один из немногих, кто остался жив. Но, наверное, вот он один из немногих, кто сохранил какую-то толику здравого смысла, потому что остальные были на грани, уже просто не совсем нормальные. Меня зацепило то, что вы сказали про невозможность создать собирательный образ для вас сегодня. Именно поэтому на последней картине «Груз-200» отсутствуют люди. Ну, потому что «Груз-200» это уже не люди, это просто то, что от них осталась какая-то оболочка и то, что истлело. Вот. Ну и, собственно, это такой образ. Картина – это не человек, не изображение человека. Картина – это именно образ, это то, что связано с каким-то переживанием. В нем может присутствовать человек, но если мы его просто изображаем, этого человека, то он становится центром. Он неизбежно становится там самым главным в картине, даже если мы его нарисуем очень маленьким. А мне хочется говорить не о каком-то конкретном человеке, который неизбежно превращается в персонажа, а о его мире, о мире, который он создает и в котором он живет. Поэтому через то, что его окружает, я рассказываю о нем самом. В продолжение военной тематики в одном из своих постов в ЖЖ вы говорили, что одним из важнейших художников современности считаете Ансельма Кифера, немецкого художника, который работает с темой травмы, в частности, анализирует Холокост и то, какое влияние историческое событие имело на немецкое сознание. Можно ли проводить параллели между его искусством и вашим искусством как искусством травмы? Ну, в контексте, например, такой живописи. Ну, параллели, наверное, какие-то можно провести, но я думаю, что его история, она довольно уникальна. Все-таки это человек, который... Он родился в 1945 году, он рассказывает о том времени, которое он сам не пережил. Такая посттравма. Это то, что, может быть, могли знать его родители, его дедушки и бабушки, с чем они столкнулись. Первая и Вторая мировые войны жутчайшие. А он рассказывает об этом как уже человек другого поколения молодежи 60-х годов, для которых эта война была чем-то чужим. И та молодежь, которая задавала вопросы своим родителям. Кто вы такие? Чем вы занимались? Это произошло уже через 20 с лишним лет после того, как закончилась Вторая мировая война. И Ансельм Кифер очень важная фигура, потому что он рассказывает об этом не как о каком-то преступлении, которое сделал кто-то, а он еще и отождествляет себя с этим преступлением. Один из самых ранних проектов – это его проекты, где он посещает разные места, такие культовые для фашистов, для нацистов. Фашистов, я имею в виду итальянских фашистов и немецких нацистов. И он там поднимает руку в знак нацистского приветствия. То есть он себя, он пытается себя понять как человека, связанного с этой катастрофой, а не просто как кого-то, кто решил себя от нее отделить, как-то сепарировать. То есть в каком-то смысле этот подход противоположен вашему, потому что это не отстранение, а наоборот такое антропологическое погружение в тему и попытка себя ассоциировать с изображаемым объектом. Может быть. Может быть.
Я не пытаюсь себя как-то ассоциировать с этими военными, но мне они интересны. Я, наверное, сейчас, если бы жил в России, я бы, наверное, сейчас старался бы как-то общаться с теми людьми, кто возвращается, и как-то пытался бы смотреть им в глаза. Мне кажется, что это очень важно. Важно как-то понять, кто они такие, почему они сделали когда-то такой выбор, который привел к тому, к чему он привел. Но в то же время я себя не отделяю, не говорю о том, что я никогда не мог бы оказаться, например, таким же, как они. Просто в каких-то других обстоятельствах, в другой семье я бы мог оказаться на их месте. Сейчас я перехожу к работам, которые дали название нашей сегодняшней встрече «Бездна». И расскажу, как появился образ этой бездны. Такие попытки найти, может быть, образ, какой-то дух, как будто бы он появляется из болот, из каких-то лесов, как будто бы он нематериальный. Ну вот, еще один вариант этого болота. Но в конце концов, я решил, что нужно сделать памятник. И этот памятник, он должен быть огромным, размером с Родину-Мать. И что же это за памятник? Это памятник посреди Мариуполя, посреди сгоревшего, разбомбленного Мариуполя. Памятник, который когда-то ставили по всей России ставили памятники бабушке Ане, которую хотели сделать символом, ради чего мы затеяли эту войну, ради вот таких бабушек, как бабушка Аня, которая вышла встречать российских солдат с этим красным советским флагом. Вот. Хотя на самом деле она просто ошиблась. Она не знала, что к ней пришли украинские солдаты, и вышла к ним, к украинским солдатам с российским флагом. Она не знала, что это украинские солдаты, она думала, что это пришли россияне, и таким образом она себя защитит. Но так или иначе она стала символом этого вторжения, и ей стали ставить памятники в разных городах. Этот памятник поставили в Украине, в Мариуполе, захваченным, и поставили практически сразу, уже в мае 22 года. Открывал его Кириенко. И вот перед тем, как его открыли, он стоял в такой красной мантии. Это было очень страшно. Мне казалось, что это как будто бы образ какой-то смерти или, может быть, такого палача. Трудно даже объяснить все ассоциации, которые с этим связаны. Но это было очень страшно. И я сделал его таким огромным, стоящим посреди сгоревшего города. Другой образ – это образ такого нескончаемого насилия, которое мы видим перед собой, которое происходит, и мы не можем перестать на это смотреть. И не можем ничего с этим сделать. Я сделал эту работу очень большой. И мне почему-то хотелось зафиксировать этот образ. Он должен быть образом этой происходящей катастрофы. В конце концов, я нашел такой обобщенный образ этого ужаса. Им стало такое черное солнце или, может быть, некая бездна, которая затягивает в себя больше и больше, которая неизменно присутствует. Где бы мы ни находились, мы не можем ее отрицать. Она все время как будто бы есть. Образ нескончаемой беды, которая закручивает в себя и которая втягивает все больше и больше. Еще одна версия «Груза-200» с людьми, которых несут, мертвыми людьми, которых несут люди, одетые в белую одежду, такую защитную одежду, потому что взаимодействовать с мертвыми это может быть опасно.
Вот они тоже посреди этого же белого пейзажа с черной воронкой. Ну, и я подумал, что нужна какая-то картина, которая бы обобщила, может быть, вот это переживание о стране, как бы изобразила ее в целом, людей, которые вышли, которых мы видим их лица. И я подумал, что увидеть их лица можно было бы в 1953 году, в марте 1953 года, когда они вышли хоронить Сталина. Люди, которым для чего-то нужен именно один такой человек, диктатор, которого они готовы не просто терпеть, и готовы обожествлять, и готовы делать своим каким-то кумиром, готовы делать его богом. Вот. И я сделал эту работу с этой же черной воронкой. Здесь я перехожу к части моего рассказа, которая связана с моим родным городом. И продолжая разговор как бы через новый проект, я хочу снова показать эту воронку. И теперь она появляется над моим родным городом Дзержинском. Мы как будто бы видим его здесь из окна проезжающего мимо поезда. Потому что город действительно находится на железной дороге. Он похож на сотни таких же или очень похожих небольших городов и городков. На самом деле это химический город, который был долгое время столицей такой советской химии. В нем было очень много больших химических производств, которые пришли в упадок в 90-е нулевые годы. Заводы стали разрушаться. Вот на переднем плане вы видите заводы, а на заднем плане, собственно, сам город. А с другой стороны города есть снова завод, он как будто бы зажат между двух промзон. Но те заводы, они всегда были секретными, и они всегда производили оружие. Эти же заводы тоже производили оружие, но когда-то это было химическое оружие до 50-х годов. Потом производство химического оружия было остановлено, а производство обычного оружия никогда не останавливалось, взрывчатых веществ. Река, которая протекает на заднем плане, это река Ока. В общем, город расположен очень хорошо с транспортной доступностью. Вот железная дорога, река, и в то же время он где-то в глубине России. Именно поэтому когда-то большие такие военные производства перевели из-под Петербурга в это место еще во время Первой мировой войны. Так появился город Дзержинск. Дзержинск, он назван в честь главы ВЧК, ОГПУ, НКВД, то, что сейчас называется ФСБ, специальные службы Феликса Дзержинского. Здесь я сделал портрет его памятника, который стоит посреди города. Вот такой, мне кажется, он очень жуткий, этот портрет. Но нынешние власти города пытаются сделать ребрендинг Дзержинского, пытаются создать ему какой-то новый имидж. И вот по всему городу появились такие баннеры на остановках, которые цитируют Дзержинского, но рассказывают, например, не о том, что он говорил, о том, что то, что вы на свободе, это не ваше достижение, а наша как бы недоработка. А вот такие вот прекрасные фразы о счастье. Он как будто бы рассуждает о том, что такое счастье. Это не жизнь без забот и печали, а это состояние души. Как будто бы это такой тонкий лирик, просто поэт, мечтающий и думающий только о счастье. Это дома СССР, которые есть посреди этого города. Я подумал, что основной метафорой моего города может быть песок, потому что сам город, он построен из этого песка,
Он построен на песке, и, собственно, все, что в нем есть, оно построено из этого песка. И какое-то время было ощущение, что он снова как будто бы возвращается в свою изначальную субстанцию, как будто бы снова превращается в песок. Это мой портрет в 1986 году. Здесь я готовлюсь пойти в школу. И здесь я изобразил себя как призрака среди гаражей моего города, среди гаражей, мимо которых я каждый день ходил в эту школу. Ну вот гаражи, они все время такие были разноцветные. И это тоже было такой очень важной частью выражения себя, такой вот индивидуальность и такой возможность быть каким-то немножко другим. И мне они всегда казались очень красивыми. Это портрет моей бабушки. Работая из новой серии Hometown, я показываю в фрагментах, потому что мне хочется, чтобы вы увидели их вживую на готовящейся выставке. И я не хочу, может быть, как-то спойлерить и показывать их целиком. Мне хочется, чтобы осталось немножко неполное впечатление об этой серии. Это портрет моей бабушки в одном из цехов, который она когда-то построила и в котором проработала практически всю жизнь. Цех рокстекла. До этого она работала в цехе по производству ипритовых бомб. Это было еще до Второй мировой войны. А потом вот занимался производством от оргстекла. И здесь она как будто бы вернулась в этот цех, но цех, в котором уже не осталось ничего из оборудования, которым было уже все распилено. И остался только вот этот зеленый линия горизонта и надпись, которая очень похожа на те слова, которые моя бабушка когда-то говорила. Я в детстве жил в одной комнате с бабушкой, она все время произносила какие-то поговорки, очень похожие на эту. Ты здесь хозяин, а не гость. Береги каждый гвоздь. Вот. А справа это ее как бы идеал. Это Валентина Гаганова, которая когда-то стала такой иконой стахановского движения 2 в 50-е годы. Женщина, которая сумела поднять отстающие бригады на какой-то высокий уровень и производства. И она стала такой стахановкой в 50-е годы, как бы одновременно. Важно, что она была женщиной. И моя бабушка следовала примеру Валентины Гагановой, и она тоже внедрялась в какие-то бригады и там поднимала производство, за что даже была очень чем-то награждена. Это портрет моей семьи посреди нашего двора, рядом с первым гаражом, который у нас был, и последним. Вот. Части семьи уже нет, потому что кто-то умер, кого-то уже не осталось. Вот здесь видно две мои бабушки, дедушка, папа с мамой и мой брат. Несколько работ, посвященных архитектуре, самим зданиям цехов, от которых уже сейчас не осталось ничего. Уже сейчас очень многие из них разрушены. Это был какой-то момент, может быть, лет 10, когда они еще оставались такими почти античными руинами, очень красивыми, выразительными. И мне кажется, что в этой архитектуре тоже была идея какого-то устремленности, какого-то, может быть, будущего. Но как будто бы в самих этих формах заложена какая-то надежда. Другая работа, она называется «Синий пейзаж». Синий, потому что в нем много чего-то синего. Это такое вещество, которое
был отходом химического производства, и который я нашел в изобилии на одной из химических свалок. На самом деле их почти 200 разных точек, в которых захоронены химические отходы разных советских производств. Более или менее токсичные, открыто или скрытно. Иногда это были нелегальные отстойники, в которые свозили отходы производств. Вот. Ну и в этом же пейзаже появляется вот такая голубая собака. Голубая собака, потому что она все время взаимодействует с этими отходами, она живет среди них, и она стала вот такой синей. Может казаться это такой метафорой, но на самом деле это не метафора, это действительно правда. Если открыть, просто забить в гугле Дзержинск, голубые собаки, то вы наткнетесь на несколько публикаций разных медиа. Вот, например, BBC написала об этих голубых собаках города Дзержинска. Надписи, которые остались от советского времени, иногда они меня совершенно пугают, потому что в них есть тоже как будто бы такая наивная надежда на то, что человек, он какая-то преобразующая сила, нечто очень позитивное. И вот все прекрасное на земле, и все хорошее от человека. Это действительно та надпись, которую я нашел в несколько утраченном состоянии в одном из цехов Дзержинска. Я подумал, что она заслуживает картины, потому что в этом есть какой-то совершенно абсурд. Она нечто невозможное проговаривает то, что противоположно тому, что мне представляется. Это этюд дзержинского художника Алексея Фролова с строящимся домом на улице Терешковой. Это 65-66 год. Валентина Терешкова только-только слетала в космос, первый советский космонавт. И вот здесь возникает, здесь в Дзержинске, который на тот момент был еще поселками. Если вот вы посмотрите вот сюда, вот, да, вы видите здесь старые такие дома деревянные, барочного типа. И в этих домах, собственно, и жил весь город, пока он не стал городом. Это были такие небольшие поселки. Но именно в этом месте был поселок, который назывался Соловки. Соловки, потому что в нем жили ссыльные. Ссыльные после лагерей, когда они возвращались, они могли жить вот на каких-то за 100-километровой зоной от Москвы и в каких-то небольших городах, как, например, в Дзержинске. И вот они селились вот в этом месте, которое потом когда-то стало улицей Терешковой. С этим портретом, мне это очень интригует, этот портрет 1965 года. Особенно мне стало интересно это сделать после Терешковой, которая в 2020 году предложила поправки в Конституцию, которые позволили президенту стать вечным, которые практически сделали из него царя. И первая женщина-космонавт в 1963 году, как бы икона будущего, икона надежды, превратилась в нечто противоположное, в нечто то, что делает все для того, чтобы это будущее никогда не наступило. Вот я сделал такую работу с этим портретом. Если она практически стала таким античной богиней. Другая работа с серпом и молотом. Серп и молот, который связан у нас с коммунизмом, идеей будущего, советского будущего. Это все превратилось в такой, не в призрак коммунизма, а в призрак этой идеи
не случившегося будущего. Несколько работ я посвятил таким пацанам. Просто город Дзержинск – это один из таких небольших городов, который очень типичный для всей России, для всего постсоветского пространства, в котором были группировки, молодежные группировки, и они просто правили практически всем городом. Пройти из одной точки в другую было невозможно без того, чтобы не быть досмотренным ими, без того, чтобы не оказаться среди них, среди вот таких гопников, которые были везде. И я подумал, что это очень важно для нашего времени, для понимания того, что происходит здесь сейчас. Ну, не здесь, а в России, в нашем настоящем. Вот эти гопники, их идеи, я имею в виду свои и чужие идеи того, что нужно всегда быть готовым пожертвовать собой ради коллектива. Коллектив всегда прав. Есть наша улица, другая улица – это наши враги. Я подумал, что эти же идеи, они просто перешли в другой масштаб. Они стали идеями всей страны в нашем настоящем. И, кроме того, конечно, эти гопники, многие из них пошли в армию и попали в горячие точки. В 80-е это был Афганистан, в 90-е Чечня. Ну и сейчас, конечно, они идут воевать в Украину. И у них есть боевой опыт. И я знаю, что в Дзержинске, где этих группировок было довольно много, и они были развиты, и из Дзержинска очень любили брать людей на войны. Я знаю по Чеченской войне, что очень много было тех, кого брали именно из Дзержинска с опытом боевых действий. Вот они сидят на фоне такого здания, которое на самом деле здание тюрьмы. Еще одна работа, которая очень большого масштаба, с групповым портретом такой банды, вот на фоне этой кирпичной кладки. Вот этот кирпич силикатный, сделанный из дзержинского песка, с огромным количеством этих реклам. Волосы, лечение от наркозависимости, помощь. Я подумал, что они тоже стали призраками, они тоже как будто бы растворились в этом пейзаже. Вот еще часть этой же самой работы с этой кирпичной кладкой, которая очень типична для Дзержинска. И несколько работ, связанных с фотографиями, старыми фотографиями с этими же гопниками. Но я смотрю на них как будто бы на обрывки газет. И не могу распознать их лица, не могу узнать их. Они кажутся на какие-то далекие воспоминания. Кажутся похожими на какие-то далекие воспоминания, кажутся как бы растворяющимися в памяти персонажами. Но при этом мы их узнаем, при этом мы безошибочно можем узнать их взгляды, мы можем узнать их глаза, хотя мы их не видим. Ну и вот последняя часть этого проекта, Hometown. Несколько работ, которые я посвятил людям, работающим на вооружениях, над производством разных бомб, ракет и того, что сейчас взрывается и убивает людей в Украине. Я подумал, что же они вообще, о чем они могут думать во время, когда они производят это оружие. Что у них может быть в голове. И я стал смотреть разные паблики ВКонтакте, в которых такие же люди просто говорят о чем-то, говорят на разные темы. Люди, которые работают на этих самых заводах оборонных, как они общаются друг с другом, что они говорят об этой войне, если они вообще о ней говорят. Как правило, нет. Но если говорят, то говорят
фразами, похожими на эту. Раз уж начали, надо продолжать. Или вот, например, вопрос, за что они все нас ненавидят? Вот. Я бы хотел пригласить всех вас на выставку, которая открывается очень скоро, 7 июня. Это в Лондоне, в пространстве старого зала ожидания Пекхэм Рай, станции Пекхэм Рай. Открытие 7 июня, выставка будет идти до 14, работает каждый день. И я здесь принес несколько пригласительных билетов, вы все можете их себе взять. И буду рад вас всех там видеть и пообщаться. Там вы сможете увидеть работы, о которых я рассказал, сможете узнать больше об этом проекте. А что это день не делится? А что это день? Спится дремлется над колею, спится дремлется. Пусти, мой милый, в родную сторону, пусти, мой милый, родную сторону, родной молодцы, родную сторону. Родной стороне зайлами кипяют, родной стороне, чужой стороне жальбы надают, чужой стороне. Еще одна тема, которую я хотел обсудить, это романтизация гоп-культуры. Вы сегодня немножко об этом говорили в контексте выставки Hometown. Мне неизбежно приходит на ум сравнение с нашумевшим сериалом «Слово пацана». И чувствуется, что в российской культуре сейчас есть запрос вот на эту тематику. Вам не кажется, что вашим искусством, которое, как вы сегодня сказали, скорее критически объясняет этот феномен и показывает, как пацанские понятия перешли с улиц в правительственные кабинеты, на самом деле может иметь противоположный эффект, потому что она романтизирует эту культуру, а не все ваши работы сопровождаются объяснениями, вот, которые вы давали нам сегодня. Мне кажется, это все-таки разные вещи. Попытка в чем-то разобраться и о чем-то говорить, и попытка что-то романтизировать и создать этому какой-то флер, как будто бы это нечто романтичное и прекрасное. И мне кажется, слово «пацана» тоже не совсем может быть точный вариант, потому что слово «пацана» во многом родилось из исследования, которое делал Роберт Гараев. Это его авторское исследование той среды, в которой он сам жил, в которой он воспитывался, он сам человек улицы. Он написал замечательную книжку. Я сначала прочитал эту книжку, и она очень срезонировала с тем, что и пережил, и что чувствовал в то время я.
Потом это, может быть, еще раньше была книжка Светланы Стивенсон, ученый из Лондона, сейчас она живет в Лондоне, который тоже исследовал группировки Казани. Потом на основе этих книг был сделан сюжет. Ну, сюжет, он, конечно, довольно попсовый и построенный, может быть, на каких-то, на простейшей эмоциональной вовлеченности. Но, тем не менее, там есть очень точные какие-то моменты. Сюжет, то, что действительно имело место в реальности, часто описано вот в этом сериале. Это очень интересно посмотреть. Но мне кажется, что это все-таки не какая-то очень выдающаяся работа. И я бы не стал говорить, что слово «пацана» оно сделано для того, чтобы романтизировать там этих гопников. Как и то, что оно сделано как пугалка, рассказать о том, что какие были ужасные 90-е, нам важно их не повторить. Я думаю, ни то и ни другое. Я думаю, что это тоже была попытка как-то реконструировать, попытка с этим разобраться. Может быть, не очень удачная. Я думаю, что многими слово «пацана» воспринималось как романтизация пацанской культуры и оправдание насилия из-за того, что последовало, из-за того, как этот сериал использовали во время президентских выборов. Возможно, это уже находилось не во власти создателя этого сериала и точно не во власти Роберта Гараева. Ну, если бы вы были, может быть, не знаю, в пиар-компании президента или кого-то еще там, или работали на российском телевидении, вы бы тоже попытались это сделать, попытались бы использовать то, что как бы не имеет к вам и к вашим идеям никакого отношения, но попытались бы ему там присвоить какой-то знак и как бы сделать его частью вашей какой-то пропаганды. Но у меня где-то были еще несколько фотографий. Вот, кстати, про романтизацию. Вот, может быть, вы имели в виду мой проект «Русское нигде», который, да, связан с советским. Это на самом деле следующий феномен, который я хотел обсудить. Это не столько про пацанскую культуру, сколько про эффект Лапенко. Эффект Лапенко. Романтизация 80-х, 90-х и ностальгия по советскому прошлому, потому что это явно тоже присутствует в вашей живописи. И на самом деле вопрос мой аналогичен предыдущему. Как вы считаете, может ли такая романтизация, в общем, сыграть на руку нынешним российским властям, которые явно пытаются втянуть страну во что-то из тех лет? Мне кажется, все что угодно может сыграть на руку. И это нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. То есть это может произойти как угодно с тем, что мы делаем, и это может быть использовано. Надо как-то иметь это в виду. Мы не можем знать, как может быть использован наш разговор. Или как это может быть, с каких точек зрения это можно повернуть таким образом, чтобы использовать для пропаганды. Но это можно сделать, и это всегда делается. Вот. Но для меня очень важно исследовать какие-то явления и процессы, которые меня окружают, моими средствами того, что мне доступно. Например, вот как раз упомянули феномен Лапенко. Лапенко – это как бы попытка как бы размышлять о советском прошлом людей, которые в нем никогда не жили. И, может быть, попытка его как-то даже романтизировать, это советское прошлое. И я подумал, что это очень интересная тема. Я стал читать разные паблики, в которых, например, люди пытаются романтизировать советский ландшафт, пытаются его осмыслить как часть своей такой вот своей жизни, то, что на самом деле как будто бы является красивым. Они говорят о том, красиво это или нет. Вот появились паблики «Эстетика Ибинеи», например, и подобные им. Довольно много пабликов, в которых люди публиковали совершенно какие-то обычные виды того, что окружает их в разных частях, и оставляли комментарии. Я собрал целую коллекцию из этих комментариев, даже как-то их типизировал и сделал из них вот такую выставку вот, вместе с этими пейзажами, вот как стабильностью пахнуло. Или вот везде одно и то же.
что за станция такая конечная. Что за геолокация, выбери сам. Да, совершенно верно. И мне кажется, что это очень важно было сделать именно в том материале, в котором сделаны вывески этих самых ебеней. Это такой красный светящийся пластик, который как бы пытается выделиться из этого серого пейзажа. И заказывали вы эти буквы там же, где Именно делают там же, вывески для абсолютно. пятерочек Да. и прочих характерных черт российского ландшафта? Да, абсолютно так, да. То есть это была попытка разобраться с этим феноменом, откуда он взялся и как он вообще живет, этот феномен. Понять этих людей, которые пишут эти комментарии, которые видят в этом или хотят увидеть в этом красоту. Вот. Интересно, что выставка вдруг оказалась очень популярной. На нее пришло очень много людей, и даже стояла постоянная очередь в галерею тех, кто хотел ее посмотреть, потому что она как будто бы прошла свой цикл. Потому что те люди, которые писали эти фразы в комментариях, они вдруг почувствовали, что это их выставка, и стали на нее приходить кто-то по нескольку раз. И в галерею, в коммерческую галерею стояла очередь. Это что-то было беспрецедентное. Вот оказалось, что это действительно для них было их каким-то миром. Они вдруг снова вернулись к этим самым фразам, к этим пейзажам, для того, чтобы, может быть, осмыслить. Я даже знаю, что во многих городах российских существуют локальные версии этого паблика. Эстетика таких-то ебеней, эстетика дзержинских ебеней и так далее. Да, и вот, кстати, одна из фраз, которая, мне кажется, прямо почти шедевральной и очень точной, которую я даже перенес на какой-то воображаемый баннер одного из пейзажей. Во времена перемен люди чаще обращаются к образам прошлого. Это способ справиться со стрессом от нестабильного настоящего. Прошлое успокаивает, кажется незыблемым. Вот. Как будто бы они даже сами, эти люди, объясняют себе, почему они интересуются этим прошлым, почему это прошлое вдруг становится для них таким важным. Вот. Ну, касаясь темы 8 лет, я решил вспомнить проект, который я сделал в 2015 году, через год после, на самом деле, начала войны в Украине. И это был проект, который я сделал в Музее современного искусства. Была большая выставка, которая называлась «Военный музей». Ее представили как выставка ко дню 9 мая. Вот. Но, конечно же, все, кто в ней участвовал, они высказались не о войне 40-х годов, а о той, которая происходит прямо сейчас. И я выстроил вот такую инсталляцию с как бы советским интерьером, с этим креслом и торшером, как будто бы нечто очень уютное и одновременно пугающее. Пугающим оно оказывается, если рассматриваешь его чуть-чуть ближе, чуть-чуть подробнее. Как, например, вот эти обои, в которых угадывается камуфляж, угадывается рисунок камуфляжа. Или, например, танк, который появляется из-за этого самого кресла. Если подойти ближе к этому ковру, то можно внутри него увидеть таких зеленых человечков, или как их называли, их там нет, которые появляются как будто бы изнутри этих пыльных ковров. Для меня это было метафорой того, откуда они вообще появляются, как будто бы они все время жили в этом советском прошлом, таком немножко запыленном, как будто бы это все время было, просто мы этого не замечали, как будто бы они все время присутствовали где-то рядом. Те идеи, которые сделали возможным эту войну. И вот их довольно много. То есть в этом ковре, по-моему, было 12 человечков. Вот. И тогда же я сделал работу «Сегодня рейсов нет». Собственно, с Донецким аэропортом, который долгое время, вот на рубеже 2014-2015 года, особенно был зоной боевых действий. И очень много людей погибло за этот аэропорт. И когда-то новый
модернистский аэропорт имени Сергея Прокофьева превратился в такую жуткую руину, от которой не осталось практически ничего. И вот на сайте долгое время сайт еще существовал этого аэропорта, и там было написано «Сегодня рейсов нет». Поэтому работа, она так и называется «Сегодня рейсов нет». Ну, я еще понимал, что по ту сторону дальше там живут дедушка и бабушка моей жены, и я не смогу к ним, мы не сможем к ним поехать из-за того, что война, из-за того, что аэропорт больше не действует. Эту же работу я воспроизвел в 24 году для одной из выставок, которая была вот недавно в Мадриде. Но здесь я сделал даже больше этих человечков, как будто бы их стало еще больше. Не знаю, насколько их видно здесь на таком расстоянии. Видно что-то, да? Вот, но всех их увидеть невозможно. Потому что в глазах немножко рябит от орнамента этого ковра, и трудно очень сфокусироваться. Унхаймлих работа называется, потому что у Зигмунда Фрейда была работа жуткая, как концепция того, что по-настоящему жуткие вещи – это не то, что нечто странное или другое, или непонятное, а то, что относится к самому привычному и тому, что связано с нашим повседневным. Жуть как будто бы живет внутри нашей повседневности. Серия рисунков, которые я назвал «Руки войны», это просто рисунки, которые я делал, просматривая новостные ленты в 22 году. Я обращал внимание на руки. Я думал, что руки – это, наверное, то, что не может соврать. Руки, они всегда говорят своим каким-то особым языком. И когда я смотрю на людей, я, конечно, всегда обращаю сам внимание на руки, что происходит с их руками в тот момент, когда я с ними говорю. Вот. И я подумал, что через руки тоже можно рассказать о том, что сейчас происходит. Но меня поразили, конечно, кадры с руками связанных людей, замученных в Ирпене и Буче, и люди, которых просто закопали в землю, чтобы скрыть следы преступления. Меня поразили руки из Инстаграма. Это Кира и Лера, мама и дочка, которых убили в Одессе ракетным ударом. Меня поразили руки девушки, которая показывала на стадионе букву «Z», и поразили ее ногти, такие немножко хищнические, такие накладные ногти, которыми она сложила эту букву. Поразила рука Путина, когда он держал стол в самом начале войны, когда казалось, что с ним что-то происходит, он, наверное, скоро умрет, или там что-то с ним должно случиться. Вот рука, которая все время держит стол. Ну и я сделал руки людей, которые как бы не хотят ничего видеть, не хотят ничего слышать и молчат. Серия работ того же года, поле экспериментов, названные, конечно же, по мотивам известной песни «Гражданская оборона», «Русское поле экспериментов». Вот. И я думал о том, что вот это поле того, что мы видим, где разворачиваются эти события, это действительно какое-то поле страшного эксперимента. Как будто бы мы наблюдаем жуткий эксперимент. И вот первую работу я назвал «Блокпост». Блокпост – это совершенно
абсурдная вещь, казалось бы, тоже посреди нигде. Блоки, которые разделяют территорию на до и после, как бы ставят границу. Вообще идея границы, она довольно абсурдная. Ну а граница блокпоста, как бы еще сдвигание этой границы, она еще более абсурдная. Она переводит ее еще в другой разряд этой абсурдности. Тогда же появился мотив вот этой дорожки, уходящей в никуда. Путь. Но опять же, слово «путь», оно для меня всегда рифмовалось, ну не только для меня, с фамилией президента. Вот. Но здесь я его поместил где-то сидящим в снегах, как будто бы вот это его снега, и он считает себя здесь таким хозяином. Город, сгоревший город. То, что мы видели тоже в новостных лентах Мариуполя в 22 году, когда прямо во дворах появлялись такие могилы, собранные из мебели, из каких-то случайных досок. Ну и образ церкви. Я подумал, что русская православная церковь чем-то похожа вот на эти вагоны, в которых часто в 90-е годы проходили богослужения, когда не было денег на то, чтобы построить церковь, использовали какие-то старые списанные железнодорожные вагоны. Вот. Но я подумал, что вот такой голубой вагон оцепленный, он, собственно, и есть образ настоящей вот этой церкви, от которой мы ждали, что она скажет свое какое-то слово, или вообще она как бы будет церковью Бога, связанной с Богом, связанной с Христом, с его идеями, но оказалось, что это такой оцепленный вагон. Забор впервые появился именно тогда, в этой же серии. Ну и «Лебединое озеро», балет, как будто бы он идет где-то вот среди этих же снегов. Хотелось сделать что-то связанное с надеждой на какое-то обновление. И вот я сделал работу с этим флагом, как будто бы его постирали, как будто бы он после стирки где-то сохнет среди этих снегов, как будто бы что-то с ним случилось. Ну, не знаю, насколько это вообще возможно. Но здесь остался какой-то немножко красный цвет. Он не стерся до конца. Он все равно напоминает о том, что его нельзя отбелить, его нельзя превратить в флаг белый, синий, белый. Помню, в 22 году об этом было много разговоров. Я думаю, что обязательно должно остаться немножко от того цвета, который там был, красный. Это выставка, которую я сделал, небольшая выставка 22 года, которую я провел в Швеции, в музее города Кальмар, музей современного искусства. Вот. Таким образом я показывал эти работы. Я хотел бы чуть-чуть подробнее обсудить тему остранения и отчуждения. Вы уезжаете из Дзержинска, пишете серию «Hometown», вы уезжаете из России, пишете о России. То есть складывается впечатление, что для того, чтобы исследовать предмет, вам нужно отойти на какое-то расстояние от него. Это такой исследовательский метод? Да, абсолютно, именно так. Для того, чтобы что-то увидеть, нужно отойти от этого на несколько шагов. И тогда оно становится как бы видимым целиком. Явление или то, что нам казалось, как будто мы видим какой-то его фрагмент. Для того, чтобы его увидеть в целом, нужно отойти на некоторые расстояния. То же самое произошло именно с Дзержинском, когда я заинтересовался им. Уже спустя много лет, когда я из него уехал, жил в Москве. То же самое произошло с, может быть, с процессами, происходящими в России. Они мне стали гораздо интереснее, как будто бы понятнее, когда я смотрел на них отсюда. Как будто бы у меня есть некая дистанция. Я подумал, что это очень важно. Это же остранение, о котором говорил Шкловский. Остранение, когда он его, может быть, помните, описал как то, что видит Наташа,
когда возвращается из деревни в Петербург и присутствует в театрах, присутствует на каких-то светских мероприятиях и видит абсурдность происходящего. Как будто бы она и есть вот эта правда, которую мы можем увидеть, с которой можно столкнуться. Мне кажется, что это очень важно для того, чтобы говорить о повседневном, о том, что нас окружает все время. Мы перестаем замечать то, что видим каждый день. Перестаем вообще обращать внимание на то, что является нашей повседневностью. Для того, чтобы это активировать, нам нужно найти другую точку для нашего взгляда. Нужно отойти или нужно посмотреть с какой-то непривычной точки зрения. Это очень важно. Ну вот по части урбанистики вы сумели достичь этого эффекта остранения, в общем-то, не покидая место, которое исследовали. И оно в этом отношении отличается, этот период вашего творчества отличается от серии работ о Дзержинске или антивоенной серии, потому что там вы создавали это внутри контекста, о вот этом контексте. Ну, практически да, но я все-таки это рассказывал о таком постсоветском городе и о таком постсоветском пространстве, но жил не в том районе, например, о котором рассказывал. Для меня таким прототипом вот этого советского части большого города был район Западная Дегунина. Вот. Но жил я не в нем, жил в другом районе, который был совсем не похож на Западное Дегунино, и я ходил туда. То есть это тоже было некоторое расстояние. Я смотрел на это Западное Дегунино с высоты свалки, с мусорного полигона, довольно высокого, там 14, наверное, этажей, и видел этот район тоже целиком. Для меня он открывался как панорама. То есть, наверное, если бы я тогда его не увидел, я бы... И не осознали себя. Этот проект, да. Это вот не очень хорошего качества фотография, но здесь видно, я стою в Москве в первые дни после вторжения России в Украину с вот этой табличкой «Это безумие» с буквой Z. Вот. Тогда по закону это вроде бы было как еще и можно. Это было начало марта, первые числа марта 22 года. Я простоял там довольно долго, больше часа. Я общался с разными жителями района, с теми, кто подходил. Кто-то интересовался, что это такое, что значит эта буква Z, еще не всем было понятно. Кто-то со мной спорил, кто-то пытался доказать, что это то, что делает наша страна, это действительно нужно, и это имеет смысл. Просто мы всего не понимаем. Кто-то спрашивал про 8 лет, кто-то наоборот говорил, что это очень важно, то, что вы делаете, и спасибо. И кто-то просто подходил и говорил тихо спасибо. Вот. Но это на самом деле было единственным таким возможным средством избавиться от какого-то давления, которое вот чувствовал, что я ничего не могу с этим сделать, никак не могу остановить. У меня нет никаких способов что-то сказать. Да, и через несколько дней после этого я уехал из России. Может быть, не потому, что я как боялся, что меня за это будут преследовать, а просто понял, что ничего не смогу изменить изнутри. Просто это закончится рано или поздно в тюрьмой. Меня в тот раз не собрали, но обязательно заберут в другой. Вы до сих пор выставляетесь в России, и некоторые из этих работ достаточно крупные, например, «Звенящий след». Вам не поступали тревожные звоночки с родины по поводу того, что вашу живопись могут снять, вас могут устранить из общественного поля? На самом деле, конечно, да, это происходит, и постепенно меня устраняют из публичного поля. Сейчас у меня даже есть какие-то слайды. Да, вот проект, который я делал, это, о которых не рассказывал здесь, это большой проект «Промзона», посвященный Дзержинску, опять же, его химическим заводам.
Но такая вот была центральная тема – это отстойники этих заводов и жизнь вокруг этих отстойников, химических отходов. Мы даже посещали эти отстойники, у нас была целая группа с экскурсантами. Вот мы здесь стоим рядом с одним из самых токсичных мест Дзержинска, и вот я рассказываю его историю. Это проект «Заменяющий след», посвященный заводам Южного Урала и истории этих заводов, как они появлялись. Вот здесь я изобразил заключенных, которые копают первый котлован для первого атомного реактора, который построили на Южном Урале, в городе, который сейчас называется Озерск. Это фабрика «Маяк». Это катастрофа, это взрыв емкости с радиоактивными отходами 1957 года, который оставил такой огромный след. Этот след прошел через несколько областей. И вот я сделал такое подобие карты в таком заброшенном здании с этим, повторил форму этого следа, который прошел через 3 области. Радиоактивный след, который остался до сих пор. Это была авария 1957 года, 29 октября 1957 года. На тот момент самая большая радиоактивная авария в мире. Вот. Мне кажется, это очень важная история, которую важно не замалчивать, о которой важно говорить. И вот портреты людей, которых переселили из поселков на этой территории этого радиоактивного следа, деревни, которых больше нет, и портреты людей, которых тоже больше нет. И эти работы до сих пор находятся в России? До сих пор экспонируются, до сих пор это здание существует, и до сих пор теоретически в него можно попасть. И вот река Теча, в которую сбрасывали радиоактивные отходы этого производства, которая загрязнена и на которой жило очень много жителей. Я несколько залов выставки посвятил этим жителям и тому, что они пережили. Да, вот скриншот 22 года о том, что власти закроют Уральский поселок, где работал советский атомный проект. И, собственно, в этом поселке как раз и проходила моя выставка, и там и проходит моя выставка. Этот поселок закрыли. Этот поселок, там поставили новый КПП, который работает постоянно и который контролирует доступ туда. Теоретически можно попасть, но для этого нужно писать заявление, нужно прикладывать какие-то свои копии паспортов, и через какое-то время можно получить или не получить разрешение посетить этот поселок. Туда могут ездить только местные жители, те, кто живут в соседнем городе, секретном, закрытом городе Снежинске. А для всех остальных это закрытое место. И каких бы то ни было причин закрывать эту выставку, помимо вашей антивоенной позиции, вы не знаете? Ну, возможно, просто у кого-то, кто работает на этих заводах, у кого там дача, им не очень нравится такой большой интерес к выставке. Люди, которые постоянно приезжают автобусами, которые смотрят эту выставку, просто им, может быть, не нравится само движение. Не думаю, что это прямо вот какое-то решение там на уровне губернатора. Я думаю, нет. Я думаю, что это скорее какое-то стечение обстоятельств. Ну и, может быть, тоже нежелание вообще как-то делать эту историю публичной, нежелание привлекать к ней внимание. Может быть, корпорация Росатом, она и в этом не заинтересована. Ей, может быть, не очень нравится. Люди, которые в ней работают, тоже решили, что зачем это? Зачем рассказывать те вещи, о которых не стоит говорить. Да, хотел поделиться скриншотом по поводу как раз канцелинга. Это переписка с сотрудницей музея, которой я очень благодарен, что она мне об этом вообще сказала, о том, что
я есть в каких-то черных списках и о том, что они не могут меня показать. Для музея слишком большие риски. Вот. В дальнейшем я просто не получал никаких таких писем, потому что все, что я получу, я обязательно опубликую, и обязательно об этом буду говорить. Я считаю, что очень важно говорить о фактах цензуры, о том, что происходит внутри, о том, что, например, внутри больших музеев сейчас появились специально обученные люди, такие, которые на самом деле сотрудники спецслужб, на должности замов музеев. И эти люди, они контролируют, кто там выставляется. И считается, что если человек не разделяет позицию государства, то он не может выставляться в государственном музее за государственный как бы счет. Напоследок, что бы вы посоветовали российским молодым и немолодым художникам, которые не хотят взаимодействовать с официальной культурой, но также не хотят уезжать из страны? Ну, создавать какую-то свою внутреннюю культуру, поддерживать друг друга прежде всего и делать какие-то проекты внутри своих сообществ. Я понимаю, что очень трудно вообще о каких-то таких антивоенных проектах или там что-то касается этой темы вообще даже говорить, потому что если написать об этом статью или об этом рассказать публично, то эту выставку могут закрыть, тех, кто ее организовал, могут в конце концов посадить или подвергнуть каким-то репрессиям. А тех, кто связан с этим пространством, тоже могут. Это может быть публикация об этом может стать убийством как бы этой затеи. Поэтому нужно быть осторожным и делать какие-то, может быть, хотя бы внутри своего круга какие-то работы. Делать, говорить на эзоповом языке. Я не знаю, что еще остается. Но никогда не играть, может быть, в эти игры с государством и с официальными какими-то структурами, потому что они все время переиграют и выиграют, и вывернут в свою сторону. Спросить мне хотелось вас об образах, которые возникли во время этой войны. Вот в этой работе, которая здесь висит на стене, вы напомнили о образе бабы Ани, по-моему, да? Но в вашем исполнении этот образ талантливый. Здесь читается, по-моему, «Смерть с косой» в этом фигуре с красным знаменем. А в оригинальном исполнении, которое было растиражировано на плакатах и в каких-то скульптурах, на мой взгляд, это было довольно посредственно, в общем-то, бездарно, как и, на мой взгляд, все образы, которые российским официозом были представлены. Там был еще какой-то мальчик, провожавший колонну танков, или, может быть, еще что-то, но не очень запоминающиеся образы. Особенно по сравнению с тем, какие образы предоставлены были с противоположной стороны, начиная от российского военного корабля или там с солдата, который, держа сигарету перед расстрелом, говорил «Слава Украине», и упомянутые вами завязанные руки в Буче. В общем, много ярких запоминающихся образов. И я хотел спросить вас, почему зло в российском исполнении такое бездарное? Ведь зло может быть и талантливым. Вот. И еще хотел сразу же не то чтобы пожелание, а нескромное предложение. Я придумал название для одной из ваших работ, где сидят пустые костюмы. Вот это вот навеяно ГКЧП и заседанием Госсовета за 2 дня до начала войны. Мне это очень напомнило сцену из «Мастера и Маргариты», когда Бегемот приходит, по-моему, в зрелищную комиссию, там какой-то начальник говорит ему, что меня черти взяли. Это можно. И, значит, тело пропадает, костюм остается. Вот, мне кажется, тоже было бы неплохим названием для вашей работы. Чтобы нас черти взяли. Вот по поводу этих портретов. Спасибо. Спасибо, да. Чтобы вас черти взяли, да. Ну, я не знаю, почему... знаю, на самом деле. Это очевидно. Почему зло, оно не талантливо. Просто очень немного людей, из тех, кого я знаю, из художников, из дизайнеров, решились сотрудничать с властью, решились, что они должны
с этим работать и создавать образы для нее. Те, кто поддержал действия российского государства после вторжения. Не так много людей талантливых, кто вообще в это включился и решил, что он должен внести в это свою лепту. Большинство все-таки считают, что этого делать нельзя, и даже те, кто как-то понимают, что все не так однозначно, их позиция какая-то не очень четкая, даже они понимают, что лучше не марать себя, делая какую-то продукцию для этой пропаганды. Наверное, именно поэтому то, что мы видим, этот образ бабы Ани и мальчика, и эти буквы Z, это все чудовищно пошло. Наверное, те, кто берутся за такую работу, это те, кого просто могли найти и могли нанять за деньги. Но я бы не обольщался. Я думаю, что все-таки спустя какое-то время появятся и какие-то и талантливые образы на этой стороне, и они будут тоже очень влиятельными и сильными. Обязательно это произойдет в течение какого-то времени. Просто нужно, чтобы оно прошло. Лучше бы, конечно, чтобы оставалось именно так, как вы говорите. Но, к сожалению, так не бывает. Слава богу, Артемий Лебедев не взялся за... Да. Я хотел сказать, что путинская Рифеншталь еще впереди просто. Да, очень может быть. Спасибо. Пожалуйста. Лично. Я замерзла во время вашего выступления. Мне стало холодно от ваших работ. Это состояние. Вы любите Дзержинск? Дзержинск очень люблю, да, это мой любимый город. Но это, понимаете, это очень странное чувство, когда одновременно я его люблю, и одновременно для меня это моя боль. Здесь очень много боли. И это в целом про Россию. И вы кто? Вы прокурор, адвокат или судья? Я не могла избавиться от образа Понтия Пилата, пока вас слушала. Ну, я не знаю, я вне каких-то таких судебных категорий, скорее, может быть, свидетель или не со стороны защиты, не со стороны обвинения, просто свидетель. Свидетель, который что-то наблюдает и который считает важным записать и зафиксировать то, что он видит и чувствует в этот момент. Еще я испытала какой-то замкнутый круг, когда вы говорили про бабушку и про гвозди. Гвозди бы делать из этих людей, не было бы крепче в мире гвоздей. Это 1922 год. И сейчас такое ощущение, что эти гвозди заколачивают груз 200. Да, очень может быть. Мне нравится ваша метафора, которая тоже объединяет разные какие-то исторические периоды. Мне кажется, что это очень хорошо, что мои работы, они наталкивают вас на попытку связать какие-то разные времена. И, наверное, в этом есть смысл, что идеи людей, которые действительно как гвозди очень прочные и которых можно заколачивать, которые не будут сопротивляться тому, что их куда-то заколачивает, они рано или поздно становятся гвоздями в крышку гроба. И мне страшно, потому что как будто бы вот оно объяснение, то, что было, привело к тому, что пришло. И вот эта ретроспектива, которую вы показали, она как будто не дает никакой надежды. Дайте надежду. Ну, о том, о чем я говорю, это действительно поле экспериментов.
это действительно то, что можно наблюдать, как это поле. Ну, у этого поля нет наблюдателя, за ним никто не смотрит. Либо это те, кто внутри него, те, кто действующие лица внутри этого поля, либо это те, кто живет в другом месте, географически, мысленно, и им не очень нужно, не очень важно разбираться в том, что происходит внутри этого. Вот. А мне кажется, что нужно попытаться осмыслить и понять процесс, который происходит на этом поле. Что за эксперимент? И действительно, есть какие-то параллели и пересечения с другими временами. И вообще мне иногда кажется, что Россия страна, которая ходит по кругу, как будто бы она воспроизводит одни и те же ошибки каждый раз. И нужно сделать что-то для того, чтобы выйти из этого порочного круга. Нужно осознать это. Потому что подарить надежду – это самое простое, что можно сделать. Это опять обман, это опять попытка создать какой-то сладкий образ будущего, который обязательно обманет. А мне кажется, что прежде всего нужно осознать то, что эти образы очень губительны. И надежда, она обязательно предаст. Нельзя поддаваться каким-то надеждам, которые дарят. Потому что именно это делает пропаганда, именно это делает сегодня российское телевидение. Дарит образ какой-то надежды, непонятно на некую победу, например. Это очень страшно на самом деле. Это приведет обязательно к катастрофе. Я думаю, что надежда может быть на себя, на какие-то свои ресурсы, не знаю. Ваша картина «Машина времени», ну вот она больше про хорошее. Там же прекрасное «далеко не будь ко мне жестоко», как будто бы уже тогда они знали, что будет жестокое, далеко. И вот эта ваша «Машина времени», она все-таки про какое далеко? Про прекрасное. Я предлагаю на этой ноте перейти к следующему вопросу, если такой есть. Павел, спасибо большое за Artist Talk. Очень-очень здорово. Хочется спросить, не знаю, сколько это про надежду или про что-то другое, но вот ваш последний проект, который сейчас показывали в Лондоне, вы показываете этот путь, какой-то особый путь, про который нам говорят, свой путь страны в том числе, как путь очень, очень одинокий. И мне хочется спросить вас, вы как человек и как художник противопоставляете что-нибудь этому? И если да, то что? Чему? Одиночеству? Этому пути, да. Этому пути. Ну, вообще, мне кажется, да, конечно. Я думаю, что нет какого-то индивидуального пути у страны, у человека. Я думаю, что есть нечто, в чем участвуют все. И невозможно говорить о том, что у страны какой-то свой особый путь. Я думаю, что другие страны проходили нечто подобное или будут, может быть, когда-то, не дай бог, проходить. Но никто не учится на каких-то своих или на чужих ошибках. Все обязательно их повторяют и проходят какой-то путь, и обязательно участвуют в чем-то, что приводит к гибели. И мне кажется, что есть какие-то процессы, в которых мы живем, ну, может быть, как человечество, как представители человечества. И они происходят везде. То, что я из России, то, что я представляю Россию, это может быть какая-то частность. И я не думаю, что у страны может быть какой-то действительно особый путь, другой,
чем у всех остальных. Какой-то можно как бы пройти каким-то особым путем. Его нет, это абсолютная иллюзия. Я думаю, что все проходят один и тот же путь. Очень понравился вопрос про бездарное зло. Мне кажется, что про бездарное зло. Почему зло такое бездарное? Мне кажется, что оно и бездарное, и очень одинокое. Это тоже вот очень, мне кажется, видно в проекте. Спасибо большое. Ну да, наверное. Хотелось бы верить в то, что оно именно такое, что... Но, к сожалению, зло тоже объединяет людей. И, может быть, людям проще примкнуть к какому-то большинству, чем чувствовать себя в одиночестве. Я думаю, что это тоже очень такая важная смысловая конструкция, которую использует пропаганда сегодня. Как бы создает ощущение, что вот большинство, оно мыслит так, и как бы имея какое-то другое мнение, ты одинок. Вот. Я думаю, что это тоже такое очень манипулятивное. Мне еще представляется, что в этом есть элемент эпатажа. Мы не только ломаем принципы морали, но и принципы эстетики. То есть те, кто создают всю эту Z-символику и работают на российскую пропаганду, прекрасно осознают, хочется надеяться, бездарность своих творений. Но это своего рода тоже плевок в лицо общественности мировой. Хотелось бы верить. Ну, потому что не осознавать бездарность этого невозможно. Еще вопросы, комментарии? Настя, пожалуйста. По поводу как раз, мне кажется, сейчас звучала тема там они там против нас, да, то есть как бы что мы здесь, мы как бы знаем, что правильно, а они вот там не так делают это. А у меня складывается ощущение, потому что я перестала ездить в Россию в 2021 году в конце, и у меня ощущение такое, что я живу в пузыре, потому что как бы я окружена такими же иммигрантами, как я, которые разделяют мою точку зрения по поводу войны, но в России это все не так, и там для них мы предатели и так далее. Вам как художнику, как бы как вы, то есть я, например, понимаю ваше искусство, и мне это резонирует. Как вы думаете, как бы есть ли еще люди в России, которым это тоже резонирует, и насколько действительно можно до них достучаться вот этими работами? Или у вас нету такой цели, и как бы вам, допустим, то, что мы здесь это понимаем, как бы для вас, как для автора, это важно, и как бы вы, в общем, как бы кто ваша аудитория, как вы видите свое, кому как бы вы посылаете ваш месседж? Ну, прежде всего, я посылаю месседж к самому себе. Я пытаюсь как бы вообще понять, кто я и что за мир, в котором я живу, и что происходит вообще. Это прежде всего. Вот. А те обстоятельства, в которых я оказываюсь, и та страна, которая вокруг меня, это ну, как бы какая-то частность все-таки. Могла быть другая страна, может быть, немного другие люди. Думаю, что надеюсь на то, что здесь людям это тоже может быть интересно. Какой-то опыт, который, может быть, они не переживали, а может быть, они переживали, но переживали по-другому. Мне кажется, очень важно делиться опытом, с разными людьми общаться и выстраивать коммуникации с другими. Может быть, их опыт не так далек от нашего, как нам кажется. И я думаю, что очень многие люди, кто сейчас живет в России, они мыслят так же или примерно так же, как мыслю я, или видят это так же. По крайней мере, те, с кем я продолжаю общаться. Это очень похожая какая-то картина мира. Таких людей много. И я понимаю, что это очень психологически тяжело жить внутри страны, с которой ты не согласен каким-то очень важным вопросом, но продолжать осознавать себя ее частью, это очень тяжело. И поэтому я восхищаюсь теми людьми, кто продолжает жить там сейчас и продолжает как бы внутренне хотя бы сопротивляться тому, что там, то, что делает эта страна. Вот. Я не уверен, что можно изменить мир искусством, потому что
опять же, можно интерпретировать по-разному искусство. Можно рассказать выдумать какую-то историю про художника, дискредитировать его и рассказать какую-то небылицу для того, чтобы превратить то, что он сделал, в пыль. Средствами, например, телевидения или средствами того, что сейчас делает там интернет, это сделать очень просто. Я думаю, что единственное, что может вообще как-то что-то изменить, это то, что у человека есть своя позиция, у него есть какой-то другой взгляд. И вот просто то, что он есть, просто то, что вы мыслите по-другому, уже это заставляет других с этим считаться, что есть другое мнение. Родной стороне лавы кипяют, родной стороне, чужой стороне жаль выдают, чужой стороне. Спасибо большое, Павел, за предложение. Спасибо.